Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Вы на канале Вита и Млак. И сегодня мы с вами покатаемся по району Тумюк и посмотрим, что здесь нового появилось из инфраструктуры. Для чего я снимаю это видео? Чтобы показать вам наглядно, как быстро развивается инфраструктура в Мерсине. Конкретно мы сейчас говорим про район Тумюк и Арпач-Бахшиш. Кстати, в описании к видео будет ссылочка на наш предыдущий обзор района Тумюк, и вы можете посмотреть его и сравнить вот с этим выпуском, и наглядно увидеть, как здесь на самом деле, сколько всего нового здесь появилось. Поехали! Сейчас едем с вами по району Тумюк, поворачиваем к комплексу Асис. Мы не просто туда повернем так. Ну, во-первых, мы сейчас увидим с вами комплекс наш любимый Аквамарин, застройщика Манезе Башаран. И вы увидите, что там строительство идет прям очень активно. Ну, мы не за этим сюда повернули. Здесь впервые в районе Тумюк появился фитнес-центр, друзья мои. И не просто фитнес-центр, это сетевой фитнес-центр King of Gym, в который я, кстати, тоже ходила в свое время в районе Соли. Несколько есть филиалов, вообще по всему городу есть несколько филиалов. Вот здесь вот, кстати, слева, Илья, покажи, здесь у нас единственный отель в районе Тумюк, VM Resort называется. Вот, если что, имейте в виду, есть один отель. Вот здесь справа тут у нас Манезе Башаран строит комплекс Аквамарин, и мы приближаемся к комплексу Асис, в котором тоже очень многие наши клиенты проживают, так как мы в свое время здесь первые квартиры продавали еще от застройщика, не на этапе строительства, уже на этапе сдачи, но от застройщика. Так, и вот, друзья мои, смотрите, мы подъезжаем к Асису, и тут видим флажки фитнес-центр King of Gym. Что же здесь у нас будет? На рекламе посмотрим. Пилатес реформер, разные виды пилатеса, фитнес, групповые программы будут. В общем, друзья, мы зашли в фитнес. Открытие здесь в понедельник. Это Хашим Бей, он директор, вообще хозяин этого фитнес-клуба King of Gym. И здесь, вот именно здесь у нас в районе Тумюк будет просто джим. Но у них будет второй филиал, который будет находиться в комплексе Mavi, değil mi? Yok Mavi'de. Teras. O teras. Ben yukarıdaki ana caddedeki köşedeki. Köşedeki O da Kılıçdaroğlu. Bak buradan gözüküyor Kılıç. mesela. Ага. Yol üstü Yol olan. üstünde köşedeki. Ага. В одном из комплексов Кайыкчуулу, Арпач-Бахшиш, который находится вот рядом с дорогой, я вам скину обязательно локацию, в этом комплексе будут вестись групповые программы. Там будет пилатес реформис, спиннинг и различные другие групповые программы. Но они будут открыты примерно через месяц, этот филиал откроется. А именно вот этот джим открывается уже буквально в понедельник, друзья. Это событие для нашего района. Как видите, стройка идет активно, и наш комплекс Аквамарин уже вырос до 5-го этажа. Я вам также, будет ссылочка в описании к видео. Мы последний раз снимали, по-моему, месяца 2 или 3 назад видео, и он был гораздо меньше, ниже, скажем так. Так, ну, сейчас мы едем по улице. Вот слева находится дом Асса, тоже известный комплекс. Есть покупатели, которые у нас здесь приобрели квартиру. У меня у самой летний дом находится в этом комплексе. Магазин Шок, он был здесь очень давно. Вот там море находится, вы видите, море очень близко здесь, уже от этого дома метров, наверное, 100. И вот что у нас здесь новенького, буквально за лето, как грибы, выросли здесь магазины. Ну вот слева видим, у нас как была кафешка, так и осталась вот эта Чикёфте. Здесь можно Осис, это сетевой ресторанчик. Здесь вот у нас овощные лавки, теперь две. Одна какая-то народная, называется народная. И здесь вот давным-давно вот этот мужчина открыл органик Бахчем. Всегда была она здесь. Также здесь появилась небольшая столовая, где можно покушать домашнюю еду. Суп там и какая-то домашняя еда.
Вот чистенько, прилично и нормально вкусно. Теперь смотрим, что у нас здесь нового появилось. Вот был А101, но рядом с ним не было магазина Carrefour, как мы видим, уже он работает, открыли. Вот, хороший магазин сетевой. Также появился у нас Migros Jet и пекарня. Пекарню ее расширили, сделали более такое просторное помещение. И рядом с пекарней еще есть еще одна овощная лавка. Вот. То есть уже буквально там за лето появилось тут, получается, 2 магазина. Carrefour и Migros Jet. В Арпач-Бакшише тоже открылся новый Migros, 2М Migros, то есть это уже такой не маленький. Вот Migros Jet это самый маленький. Потом идет Migros, по-моему, 1М и еще Migros 2М. Так вот, для района Арпач-Бакшиш Migros 2М это очень большой. А еще у нас есть вдоль дороги в районе Тумюк Migros 3М, насколько я помню. Это достаточно уже такой большой супермаркет. Так, вот сейчас вот здесь вот мы проезжаем Тумюк и скоро будем в Арпач-Бакшиш. Поворачиваем налево. У нас жара в эти дни вообще сегодня. Вот показывает сейчас 32,5 градуса. Вчера было, по-моему, все 35. Смотрим. Вот администрация построила детскую площадку. Администрация города. Этого тоже не было. Это не так давно. Этой площадке месяца, наверное, 3. Прямо напротив комплекса Тумюк Панорама находится эта площадка. Кстати, в Тумюк Панорама у нас есть квартира от собственника по хорошей цене, если интересно, за 46 тысяч евро. Здесь вот смотрим, в комплексе Моя-Вида Террас у нас открылся большой Мигрос. Вот этот Мигрос 2М, насколько я знаю. То есть здесь он очень просторный, большой. Дальше едем. Там у нас были магазины, они не так давно открылись, но тем не менее они уже, не знаю, год как есть, наверное, там Carrefour. Вот еще один рядом прямо Migros Jet. Это вот, когда люди спрашивают, есть ли там магазины, инфраструктура или это где-то вообще. Вот, пожалуйста, напротив Migros Jet магазин BIM. Ну, в общем, здесь выбор из магазинов огромный. Вот просто какой-то Айден Маркет. Это не сетевой, это чей-то магазин. Айден Маркет тоже. Все, и овощи, и фрукты, и сигареты. Вот есть парикмахерская мужская с левой стороны. Кстати, вот от этой дороги до моря метров, наверное, 150. Вот этот мостик, который якобы разделяет районы Тумюк и Арпач-Бакшиш. Здесь проходит граница. И вот мы сейчас в районе Арпач-Бакшиш. Так, ну вот смотрим опять. Еще один БИМ. То есть в радиусе 200 метров уже 2 БИМа мы встретили. Несколько Мигрос-джетов. Слева А101. Вот еще один Carrefour. Один Carrefour мы в районе Тумюк проезжали. Их чуть меньше. И мы медленно и верно приближаемся к нашему офису. Рядом с нашим офисом есть автомойка, что тоже удобно очень, по крайней мере, мне это очень удобно. Также прямо в нашем комплексе, где наш офис находится, в комплексе Monazé Life City находится магазин Шок. Вот. Там вот строятся наши комплексы. Gold City уже сдался. Кстати, друзья, скоро будет открытие Gold City. Всех приглашаем на открытие. Будут танцы, будет весело. Когда вы еще с застройщиками можете станцевать халай. Танец народный. Так, вот наш офис, собственно, приходите в гости тоже. Магазин Шок. Вот, ну, в принципе, что еще? Давайте проедемся по главной дороге, может быть, посмотрим. Так, в общем, мы выезжаем, да, из района Арпач-Бакшиш, выехали прямо по прямой на Д400, по ближайшей дороге. И сейчас вам будем показывать, что у нас вдоль дороги еще здесь есть. Вот сейчас мы едем в районе Арпач-Бакшиш пока. Вот, здесь очень много заправок есть, с этим вообще никаких проблем нет. Есть банкоматы. Вот сейчас одна заправка проезжаю. Вот, дорога Д400 здесь хорошая. Угу. Сейчас мы будем проезжать за одно место. Так, ладно, это не надо. Вот, кстати, фитнес будет вот в том комплексе. Вот видите, виднеется комплекс Каик Чи Улу написано. Высокий такой. Вот я так поняла, что в этом комплексе будет второй филиал фитнеса King of Gym. А слева находится, вот сейчас помедленнее поеду, здесь у нас и заправка, здесь у нас и различные и бурейки, кафешки, несколько кафешек, магазин Carrefour, наш любимый Рамис Кёфте, здесь мы с клиентами часто обедаем, здесь и курицу можно очень вкусную поесть, и котлеты,
Это тоже такой сетевой магазин. Левент Бурек, это тоже сетевой магазин, он тоже там находится. Вот. Вот в этом комплексе Каикчиулу, я так поняла, что будет открыт джим. Сейчас пока там внизу магазин Каппадокия, это магазин балконной мебели. Но они сейчас закрываются, и у них скидки 50%. И мы там купили качели за какие-то копейки. Так, зеленый свет. Вот, если что, пока пользуйтесь моментом, пока скидки. Мы что-то купили в районе там 6, по-моему, тысяч качели на балкон. Слева вот виднеется большой гроссери, очень большой магазин. В гроссери самые вкусные овощи и фрукты, и самые вкусные арбузы в магазине гроссери. Вот. Ну и там все можно купить, от косметики, бытовой химии до продуктов и так далее. И даже вещи продаются. Вот в этом, это как Мигрос, гроссери. Вот. Очень часто остановки встречаем вдоль дороги. Вот в этом. Так. Ну и все. И мы едем уже, проезжаем район Тумюк. Сейчас я вам покажу еще большой Мигрос. Заправку проедем, большой Мигрос. Вот виднеются наши комплексы Алиулу Лавинья 2, который недавно сдался. Сейчас клиенты заселяются, кто-то уже живет. Тумюк Лавинья уже. И у нас, кстати, продается там квартира, тоже 1+1 от хозяина по очень горячей цене. 47 тысяч евро. Квартира с отдельной кухней. И ссылочка на это видео тоже будет в описании. Еще есть кафе Инфест, вроде какая-то такая на вид забегаловочка, а туда заходишь, там у них зелень, там и такие помещения прохладные, там тоже можно поесть суп, если вот кто в районе Тумюк остановился, возле Лавинии, вот имейте в виду, что здесь тоже неплохо, очень вкусный кебаб, и они также делают доставку. Инфест ресторан. Также вот едем, где светофор, вот прямо недалеко от Лавинии у нас заправка, банкоматы и Тантуни, Гюксель Тантуни, это тоже сетевое кафе. А слева вот большой Мигрос, 2М Мигрос. И тут тоже есть Япрак Тантуни, тоже можно перекусить. А также продают купальники, Майо Меркези называется, центр купальников. Вот, ну и все, и мы с вами потихонечку проезжаем. Сейчас я вам еще одну часть района Тумюк покажу. Сегодня там базар. Мы сейчас заедем, посмотрим базар. Кстати, в районе Тумюк многие спрашивают, где есть офис Арат Wi-Fi. Арат Wi-Fi – это единственный провайдер, который оформляет иностранцам интернет. Они обходят каким-то образом вот этот вот закон, что нельзя оформлять без ВНЖ, они оформляют на своих сотрудников. Я вам сейчас покажу этот офис также. Кстати, вот эта вот кафешка Гюре Уллары. Здесь очень вкусная пиде и вкусный трабзонский хлеб. Хозяева из Трабзона этого кафе. И там именно черноморская кухня, Караденис Мутфак, именно Трабзон. Очень вкусный суп здесь, пиде и так далее, и хлеб. Мы здесь тоже часто обедаем с клиентами. Можно позавтракать, кстати, там они продают. И мы выезжаем на вот эту вот улицу, вдоль которой много-много всяких ресторанов. Вот, пожалуйста, есть касаб. Здесь мясо можно купить свежее, фарш, мясо, мясная лавка. Опять-таки Бим, еще один. Мигрос еще один. Еще что здесь примечательного именно на этой улице? Вот сегодня мы с клиентами заезжали, здесь есть магазин Кочташ, но прежде вот показываю вам офис. Я думаю, мы возьмем сейчас локацию и обязательно ее прикрепим, потому что это очень полезно будет всем. Сейчас Арат Wi-Fi меняют договора. Они объединились с еще одной компанией и выключают интернет тем, у кого старые договора со вчерашнего дня. Их нужно обновить. Это важная информация, я вам сейчас говорю, это вот запомните, пожалуйста. Посмотрите, вам нужно явиться в офис Арат Wi-Fi со своим старым договором, показать его, и они вам все сделают. Они вам поменяют договор. Ну вот, произошло слияние двух компаний, и, видимо, юридически им нужно переоформить договора. Вот, офис находится здесь. Смотрите, Агденис Кебаб Фырын. Тоже, вроде бы отсюда смотришь, какая-то забегаловка, но там, вот вы видите, там такая роща из деревьев, и там очень красиво. Мы как-то там тоже снимали видео, кушали кебаб. И там вот в тени деревьев очень вкусный кебаб готовят. В общем, тоже рекомендую эту кафешку. Вот, Кочташ, пожалуйста. Все для дома. От вешалок до смесителей, краны,
я не знаю, какие-нибудь на занавески крючки, занавески сами, в общем, все, как бы 1000 мелочей для дома. Вот, и очень все хорошего качества. А101, вот еще один кебаб-лаваш и так далее. Карфурса, еще один шок. Вон еще А101 виднеется. Кстати, из новинок еще совсем недавно открылась Доминос пицца. Здесь, по-моему, этим летом она открылась. Да, вот открылась Доминос пицца, ее не было. Это вот к слову о том, как здесь быстро растет инфраструктура. Турки, они по сути своей торгаши, предприниматели. Поэтому, поверьте мне, если у вас сдался комплекс, не переживайте. В скором времени там откроются 3 магазина рядом. Потому что турки не упустят возможность как бы открыть какой-то бизнес, если там есть люди, есть клиенты. Вот, поэтому не переживайте в плане инфраструктуры. Вот, и А101. И мы подъехали плавно к пляжу. Я думаю, что про пляжи мы будем снимать отдельное видео. Сегодня видео именно про инфраструктуру. Смотрите, друзья, мы сейчас здесь поворачиваем не просто так. Вот мы на этой же улице оживленной. Вдоль набережной есть несколько кафе, которые я вообще люблю. И у меня с одним кафе там связаны приятные воспоминания. У меня там свадьба была, скажем так. Это такой рыбный ресторанчик прямо на берегу моря. Раньше он назывался Каибалык. Сейчас его переименовали, поменялись хозяева, поменялись хозяева. И там сейчас он называется Посейдон, мы сейчас с вами посмотрим его. Кстати, вот сейчас проезжаем, еще видим одну пиццу. Раньше не было ее здесь, Анатолия пицца. Мы искали ресторан Посейдон, мы его чуть-чуть проехали, и я открыла для себя еще один ресторан. Здесь его раньше не было, видимо, тоже недавно открыли. Называется Луна Софей. Смотрите, здесь меню прямо с ценами, что удобно, да? Подошли, посмотрели, и цены, в принципе, приемлемые. Вот, ну давай посмотрим, вот как котлеты, порция котлет стоит там 350 лир. Пирзала, это ребрышки бараньи, 400 лир. Нормальные цены. Крылья куриные 300 лир. Всякие там закуски все по 100 лир. Ну и кофе, американо, латте 110. В общем, нормальный ресторанчик, мне кажется. Надо посмотреть, посетим обязательно. Вот такой вот симпатичный ресторанчик рыбный есть в районе Тумюк. Называется он Посейдон. Кстати, в следующем году здесь будет не только ресторан, но и пляж. Сейчас пока расставили шезлонги, вот примерно вот в этом месте будет пляж. А пока это просто рыбный ресторан с красивым видом на море. Ну и закончим мы наш видеообзор в этом красивом месте, в классном ресторанчике. Мы с вами прогулялись по районам Тумюк и Арпач-Бахшиш, и вы своими глазами увидели, как быстро развивается инфраструктура в этих районах. Пожалуйста, не жадничайте, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Это помогает развитию нашего канала. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина и Шанслар.